Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф. Находимся на стенде Adria, и сегодня у нас еще один сенсационный обзор, точнее сенсационная модель в нашем обзоре. Это Adria Coral. Конечно, мы знакомы с Adria Coral, и это вроде как будто бы чего нового, но вы можете сразу сходу заметить, что это Mercedes-Benz Sprinter. Никогда у Adria не было этого шасси, и вот сейчас здесь представили на выставке. Мало того, сразу должен сходу сказать, что кроме Coral есть еще такой Matrix, но Matrix здесь вот на выставке они не представили на шасси Mercedes, а Coral представили. Ну, на самом деле не столь важно, с Матриксами мы знакомы, с Coral не знакомы, а сейчас посмотрим, как это вот так вот все вместе соединилось. Сам Спринтер в целом плюс-минус стандартный, появились новые светодиодные фары в этом году, как у Adria, так и у Hummer, остальных производителей, кто использует это шасси. Двухлитровый мотор, также новый, 170 лошадиных сил, ну и уже привычная нам 9-ступенчатая коробка автомат. Про сам Coral. Это у нас комплектация Supreme 670DL планировка, но планировку мы посмотрим сейчас именно эту, но существуют разные, их много, и это все будет плюс-минус то же самое, что здесь, из-за вопрос только компоновки кровати, мебели и вот этих всех нюансов. Идем внутрь. Мы часто много хвалим шасси Fiat, оно, безусловно, прекрасно, надежная машина, проверенная временем, но, конечно же, вот этот вот, так сказать, шик Мерседеса, когда ты садишься и у тебя вот эта вот классная панель с мультимедиа, привычная, когда ты ездишь на легковом Мерседесе, вот это у тебя все тоже, это целый экран, неважно, там, начиная с какого-нибудь CLA, где уже это есть, и заканчивая Гелендвагеном, у нас везде вот этот похожий дизайн, на чем бы вы ни ездили, один и тот же руль. Это, конечно, какое-то отдельное ощущение, когда ты садишься в автодом, и у тебя вот тоже все это, все эти помощники, адаптивный круиз-контроль, удержание там контроль полосы и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, в целом, естественно, у нас ничего необычного не произошло, просто встретился Mercedes, наконец, с моделями от Adria, и мне кажется, это важный момент, потому что таким премиальным машинам, как Coral, как Matrix, такой возможности выбора давно не хватало, это давно напрашивалось. Кстати, важный момент, я сказал где-то ранее в предыдущих роликах, что странно, что вроде как Coral похож максимально на Matrix. Я вот, честно говоря, это вот большая моя ошибка, я раньше просто не уточнял этот момент, я всегда сталкивался с тем, что Coral это у нас обязательно Альков. На самом деле Coral XL это всегда будет Альков, а просто Coral практически ничем не отличается от Matrix. Я пытался как-то выспросить у менеджеров, а в чем же все-таки разница. Они мне, ну вот разница по сути в том, что Matrix это чуть более премиальный, а Coral чуть менее премиальный. Честно, внутри я особой разницы этой какой-то фундаментальной не вижу, поэтому я думаю, что мы можем смотреть на это плюс-минус, как и на Matrix. Но, разумеется, когда я сравниваю это там с Matrix, я говорю об общих каких-то вещах, в частности, естественно, планировки, они очень сильно отличаются, есть куча моментов, и, естественно, по ссылке в описании вы можете познакомиться подробно со всеми нюансами существующих планировок как у Coral, так и у Matrix. Но сегодня, я уже сказал, мы смотрим вот Coral. Здесь у нас планировка рассчитана на людей, которые находятся в движении с точки зрения ремней безопасности на 4 человек. То есть у нас вот здесь раз ремень, 2 ремень напротив, 2 абсолютно аналогичных диванчика, ну и вот еще 2 места. Кресла разворачиваются, и мы попадаем в столовую группу. Столовая группа вот таким образом раскладывается стол, и он занимает все пространство. А чтобы вам было удобно проходить, у нас он складывается и освобождается немножко проход. Касательно пассажирских мест, у нас здесь есть 2 ремня в движении спереди, естественно, и 2 ремня вот раз-два на этих диванчиках. Когда мы ложимся спать, по задумке здесь рассчитано на 3 человек. Опускается стол, и здесь кладется дополнительная подушка, она сейчас находится в багажнике, и у нас получается здесь спальное место. Но я думаю, что в принципе здесь можно сказать, что это и полутораспальная такая кровать. Давайте прям измерим, сколько ее размер. Здесь 1,10 м.
в целом 1,20 м считается нормальной кроватью для двоих людей. Ну, такой узкой нормальной кроватью. Поэтому, по большому счету, даже 4 человека на этой кровати, вот двое может разложиться в достаточно такой интимной атмосфере. Ну и, конечно, кровать в задней части, до нее мы тоже дойдем. Касательно премиальности всех вот этих моментов. Конечно, вот этот огромный люк сверху над столовой группой и еще спереди создают какое-то нереальное ощущение вот этого света, пространства. Здесь очень как-то свежо и просторно. Это классно. Но в Матриксе у нас здесь может быть опускаемая кровать. Электрическая. А в случае с Кораллом XL, у нас здесь может быть альков. В остальном все плюс-минус одинаковое. Но это нам обеспечит дополнительные спальные места. То есть это будет не 2+1, как сейчас здесь считается, там, или 3, вот, а уже полноценно там 4, 6 спальных мест и так далее. Но на самом деле, касательно шасси Mercedes, я не уверен точно, что в Coral XL, по крайней мере, пока не представлено, что есть шасси Mercedes. Но, возможно, я думаю, скорее всего, в каком-то обозримом будущем Coral XL с алькоголом тоже будет на шасси Mercedes. И это, конечно, будет удивительно, потому что пока что, вот уже который год, и бывают запросы от клиентов, а можно какой-нибудь алькованный дом на Mercedes. И у основных всех производителей этого вообще нету. У Hummer такого тоже нету. И если все-таки Coral XL будет на Мерседесе, то это будет еще одна сенсация. Кухня. Аккуратная квадратная металлическая мойка, утоплена в столешницу. Столешница черная, матовая, и впереди у нас сам вот этот кухонный блок. 3 огня, плита. Соответственно, по идее, они все должны быть у нас с электроподжигом. Я просто его что-то не могу найти. Возможно, отключено что-то. Но не может быть, чтобы здесь мы спичками поджигали. Это все-таки у нас Coral премиум. Ниже есть духовка, все это у нас от Tedford, кухонное оборудование. Ящики с точки зрения дизайна, каких-то изменений относительно там прошлого модельного ряда я не вижу, это все те же самые ручки, доводчики, все те же материалы отделки, никаких особых инноваций не вижу. Единственное, вот кран новый был такой изогнутый, теперь у нас есть вот такой буквой Г. И, кстати, похоже, тоже металлический, ну или так пластик в чем-то покрыт, что он прям холодный. Но, что важно, стоит кофемашина Nespresso, у нас здесь вот подставочка под нее, и рядом есть крепление для капсул. Кажется, года 2 назад на выставке я все время встречал, либо кофемашина стоит, либо крепление для капсул, но нету самой кофемашины. И это превратилось даже в какую-то локальную шутку, где я такой, типа, где крепление для капсул? Потому что это всегда выглядит очень красиво, когда эти капсулы Nespresso здесь висят и так далее. Ты такой заходишь, и у тебя вот сразу вот это ощущение премиальности. В общем, здесь у нас это вот все встретилось воедино. Я рад. Не то, что это что-то фундаментальное, но приятно. Выше шкафчики, все они открываются по системе push-open. Нажали, открыли, они на доводчиках поднялись, нажали, закрыли. У входа с противоположной стороны у нас расположились кронштейн под телевизор, кронштейн поворотный, то есть у нас здесь встает диагональ 32 дюйма. Соответственно, кронштейн у нас классный, он поворачивается в любую сторону, выдвигается вот так вот прям в весь проход, и потом еще вот такая откидная часть, вот сюда, раз, два, три. Единственное, к сожалению, вот на этом кронштейне нет возможности повернуть прямо в дверь куда-то, выдвинуть телевизор, то есть это только вот развернуть в спальню, развернуть в столовую. Но это уже такой нюанс, на самом деле, кронштейн и кронштейн. Можно поставить любой, который вам нужен, и вот Адрия вам даже оставила выбор на установку телевизора. Не самое дорогое, наверное, все-таки поставить себе телевизор, который хочется в концепции покупки такого автодома. Поэтому не думаю, что здесь можно к этому придраться. Новый пульт от Adria, ну не новый этого года, новый прошлого года. Естественно, с Adria Match, то есть мы можем управлять с телефона всей системой жизнеобеспечения автодома. Здесь у нас включение, отключение общего освещения. Вот, раз, два. И, соответственно, да, все освещение еще как бы димируется. Если мы нажимаем на выключатель, оно у нас плавно разгорается само по себе. Если мы выключатель держим, то он у нас может остаться в том положении, в котором мы захотели. Ну, я имею в виду положение яркости. Вот раз, все, я включил на полную, если просто нажать. Справа от этого пульта есть еще один, это пульт управления печкой Alde, то есть, естественно, у нас здесь высокий класс, у нас здесь жидкостное отопление Alde, теплые полы,
Альда это более высокий класс считается, естественно, оно там не сушит у нас воздух, такой более экологичный вариант печки. Ну, возвращаясь как бы к кухне, у нас установлен холодильник. Холодильник здесь стоит у нас, который работает от газа и электричества. Ну, стандартный такой Тедфорд на 140 литров объемом с морозилкой внутри. И свыше еще над у нас свободное место и медиаплеер. То есть здесь везде в стенках есть колонки, мы можем подключиться по Bluetooth. Наверняка, я надеюсь, что это все подключено к системе Mercedes. Я решил проверить, работает ли мультимедиа, когда мы включаем. То есть у нас точно есть колонки по всей машине, они работают, можно подключиться по Bluetooth, чтобы все это играло. И у нас есть колонки, и вот это мультимедиа в салоне. Но, когда я включаю здесь радио, у меня звук идет только в колонке, которая есть в кабине. К сожалению, во всю вот эту вот музыкальную систему, которая есть в остальном пространстве, звук не идет. Ну, по крайней мере, по умолчанию. И это вот тут в данный момент небольшое, так сказать, очко уходит в сторону Hummer, потому что в их машинах у них всегда все, что у нас работает на мультимедиа в кабине, оно же работает и по всему жилому пространству. Вы можете ехать где угодно, и у вас будет ощущение полного, вот, что звук весь повсюду обволакивает вас. А здесь у нас получается как бы две мультимедийные системы. Ну или, возможно, я еще не разобрался, как их подружить. В любом случае, надо какой-то здесь вот кастомизацией заниматься. Ну, может, это и к лучшему. Вы телевизор подключаете к мультимедийной системе и колонкам, которые в жилом пространстве, а когда едете, слушаете музыку здесь. Тут, не знаю, в принципе, тема для дискуссии в комментариях. Но в целом это просто свободная ниша. Наверное, при желании сюда я бы поставил какую-нибудь микроволновку. Движемся дальше. Санитарный блок перекрывается вот этой дверью. Это дверь туалета, и она же может нас отделить эту зону от всего остального пространства. И, конечно же, спальню мы тоже можем закрыть жесткой дверью. И у нас вот получается полноценная такая душевая кабина и туалет объединены одной такой зоной. Все это очень интимно, уютно. Это прям всегда классное решение в Матриксе, в Корале. И вот эта темная отделка, конечно, последних лет очень сильно радует. Сильно Адри, вот как у нас заметили подписчики тоже в одном из интервью, которое мы сняли в предыдущих роликах, посмотрите, что Адри сильно выросла с точки зрения дизайна решений за последние годы. Прям такой сильный прорыв. Это стало все выглядеть дороже, на ощупь приятнее. Но давайте не будем сильно в это углубляться. Все-таки все, что связано с дизайном, штуки вкусовые. Но вот у меня и некоторых подписчиков наших есть такое мнение. Туалет. Отдельная достаточно просторная комната, зеркало, трековые светильники. С точки зрения треков здесь пока что ничего не поменялось. Есть полочка вот такая с резиночками, большая полка за дверкой. И ниже еще одна полочка под раковиной, чтобы там поставить какой-то запас туалетной бумаги, туалетную химию и так далее. Ну и ниже стандартный туалет Тедфорд с электросмывом и индикацией заполненности кассет. С противоположной стороны у нас, конечно, душевая кабина. Она закрывается вот такими дверками. Дверки из плотного пластика. На первый взгляд я подумал, что даже это стекло, но оказалось нет. Они фиксируются на магнитке в открытом состоянии, причем очень крепко, прям надо приложить усилия, чтобы ее оторвать, поэтому я думаю, что в дороге ничего не произойдет, она будет надежно зафиксирована. Стильная подсветка сделана за кусочком фасада. Здесь у нас кнопка, которая отключает это освещение. Ну и, конечно же, душ. Вот в таком интересном дизайне. Но, в принципе, здесь это так уже все и было. Ничего такого особенного, нового я здесь не вижу. Ну и, наконец, спальня. Два спальных места по краям. Естественно, есть подушка посередине. Можно положить, можно убрать. Можно выдвинуть вот эту дощечку одним движением. Металлические направляющие у нас уже последние несколько лет. Все крепко, надежно. И увеличить кровать, сделать ее огромной с помощью вот этой подушки. Такой трехспальный а-ля. То есть с точки зрения людей, которых вам надо здесь уложить, если у вас едет 4 человека, теоретически, если это, например, ребенок, то он может спать даже здесь с родителями. Ну или все зависит, в принципе, от того, насколько вы близки и готовы спать в таком близком пространстве. Но кровать широкая. Давайте, кстати говоря, раз уж я тут на этот раз запасся рулеткой, потому что на выставке у нас тут нормально мало где стоят размеры, много нюансов, и я теперь уже ученый, и чтобы не быть голословным, все измеряю. 2,10 ширина кровати. Прям не верится даже. Смотрите, еще раз. 2 метра 10 сантиметров ширина кровати. Просто, если что, стандартная двуспальная кровать это 1,60 м, 1,80 м. Это вот просто обычная кровать в спальню, которую вы купите в Икее. Здесь у нас в Икее. Здесь, ну, или уже не в Икее, или давно когда-нибудь, может быть, купили в Икее, неважно. Здесь 2,10 ширина.
По-моему, это просто огромная гигантская кровать, естественно, 2 метра она в длину. У каждой отдельной части еще при этом можно вот таким образом поднять изголовье. Оно может быть опущено, может быть вот так вот приподнято, если вы хотите, например, почитать, вам так комфортнее лежать. Под кроватями есть у нас ящики, раз, и второй поменьше. И с противоположной стороны дополнительно такое вот есть место. Здесь, конечно же, расположился гардероб, шкаф. Мало того, где-то, сейчас найдем кнопку, во. Нажимаем кнопку, и электрический привод поднимает вверх часть кровати, и у нас поднимается, собственно говоря, вешалка, на которую мы аккуратно вешаем там костюм, какие-то вещи, которые хотим сюда поместить. И после нажимаем кнопку снова, и все это опускается само автоматически. Но если вдруг вы не хотите так долго ждать или хотите просто достать что-то, что лежит, то вот эта дверка, которая вот таким образом уезжает, чтобы ничего не перекрывать, у нас открывается сбоку. Ну и, конечно же, в ступеньках тоже есть место для хранения вещей, причем достаточно глубокое. Беру свой главный инструмент этой выставки. 60 сантиметров почти, ну 58 глубина, вот это место в этой ступеньке. А что у нас здесь? Ну здесь помельче чуть-чуть. Ну не чуть-чуть даже, ну так 40 сантиметров. Соответственно, вот здесь два таких рундука еще для хранения вещей. Снаружи сразу я решил заглянуть в багажник. У меня есть замечательная рулетка. И померяем, наконец, его размер. 120 сантиметров ширина и 120 высота, ну 122 я чуть-чуть округлил, ну а длина у нас, соответственно, должна быть 2,10 по логике вещей, как и кровать, да, 2, ну не 2,10, 2,05, плюс вот эти вот кусочки еще бордюрчики, там 2,10 где-то. Такой примерно размер, объем. Есть еще сбоку ниша, глубина ниши 60 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Что еще видим сразу в багажнике? Есть зачем-то лесенка. Зачем лесенка? Честно говоря, не понимаю. У нас нет ни опускаемой кровати, ни алькова. Наверное, она сюда случайно как-то загуляла, если честно. Дальше что у нас здесь? У нас здесь ящики. Ящик, точнее, один. Ниша везде с краю. Про эту нишу сказал. И здесь же у нас стоит подушка. Это как раз та подушка, которая кладется в столовой группе, и получается нормальная кровать у нас. Есть подсветка, есть ручка для маркизы. Маркиза, соответственно, Thule Omnistor, я так понимаю. Да, Thule Omnistor, стоит маркиза наверху. И здесь еще у нас, сейчас посмотрим, что это. Да, это внешний душ. Есть еще вот такая крышечка с противоположной стороны. Багажник, конечно же, сквозной. И там у нас есть возможность подключить внешний душ. Розетка 220 вольт и розеточка на 10 ампер 12 вольт. В целом все. То, что упал странный звук, это просто открутилось крепление колечка. Собственно говоря, эти крепления у нас тоже по периметру здесь есть, чтобы закрепить грузы. Точнее, не по периметру, а по двум краям. Спереди, сзади нету, хотя такое тоже иногда бывает, но здесь у нас вот всегда так предусмотрено два ползуночка. Дверь багажника тоже вот с этим новым замком, по-моему, прошлого года серии. Одной рукой открыли, закрыли, очень классно, все это удобно. К сожалению, только пока центральным замком багажник не закрывается, но это вообще редко где встречается. Но я думаю, что надо же куда-то расти. Вот в ближайшие годы, наверное, мы увидим центральный замок на премиальных машинах, на багажник в том числе. Ну и максимальная нагрузка, вес, который мы можем положить в багажник, это 200 килограмм. Если вы внимательно смотрели предыдущие ролики, обзоры на модели от Hummer, то, наверное, помните, что в большинстве моделей, по-моему, во всех там у нас максимальная нагрузка 350, и даже есть возможность опционально увеличить до 450 килограмм. А здесь вот 200, и никакие опции я в целом здесь не нашел. Тут, поэтому в данном случае, честно говоря, вот плюсик в сторону Hummer такой вот небольшой есть. По левому борту кассета биотуалета Тедфорд, газовый отсек, 2 баллона по 22 литра, выпускное отверстие Альдо печки и заливная горловина чистой воды, бак 115 литров, бак серой воды, это чистый 115, бак серой воды 85 литров.
Новый Adria Coral на шасси Mercedes-Benz Sprinter мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение, ощущения, что думаете по поводу того, что здесь у нас появился Mercedes. Я много сравнивал, ну точнее несколько раз ставил какие-то плюсы и минусы там между Hummer. Почему? Потому что раньше у Adria были премиальные сами жилые пространства, вот тот же Coral и Matrix, но не встречался Mercedes, вот этот отдельный класс. Теперь есть этот выбор и резонно сравнить. Я, честно говоря, вот больше люблю то, как делают интерьеры Adria. Мне больше нравится дизайн, который у них. Какое-то ощущение, вот как бы почему-то, как это все открывается и закрывается, вот эти вот все решения. Но это такая очень вкусовая штука. Мне вот просто Adria нравится больше. Но при этом между шасси, если выбирать, конечно же, мое сердце навеки отдано Мерседесу. Мне он нравится гораздо больше. Поэтому я очень рад, то, что случилась такая коллаборация. Но при этом есть какие-то за и против. Всегда все равно между машинами, поэтому каждому нужно выбирать под себя. Например, то, что я сказал про багажник. Кому-то нужно возить большой вес, а кто-то скажет, да 200 килограмм это для меня вот так вот нагрузка. Как бы опять-таки там какие-то моменты мультимедиа, кто-то скажет, мне это не важно. Вот. А кто-то согласится со мной, что там эти моменты ему важны. А кто-то скажет, что это ему важно и нужна большая нагрузка и устраивает там что-то в жилом пространстве и вообще больше нравится Hummer. Поэтому вот этот такой момент, предлагаю эту дискуссию у нас развернуть в комментариях, а вам также важно не забыть подписаться на канал, потому что у нас будут еще ролики с выставки в Дюссельдорфе и в том числе новые модели от Adria. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах, там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока!